Всем привет! Меня зовут Алина Федорова. Добро пожаловать на мой канал. Если вы впервые, не забудьте подписаться. Ссылку на свой инстаграм я оставлю внизу в описании под видео. Там вы сможете увидеть мои фотографии со съемок из повседневной жизни. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на свое новое приобретение. Это iPhone 10. Он мне наконец-то пришел. Старый мой iPhone был 6s Plus. Так получилось, что семерку я пропустила из-за того, что я разбила свой шестой iPhone буквально за несколько месяцев до выхода седьмого айфона. И поэтому мне пришлось купить 6s Plus, который, по сути, практически ничем не отличался от шестерки. И потом уже у меня не было такой необходимости снова покупать еще седьмой iPhone. Поэтому, в принципе, вот выход этого iPhone я достаточно долго ждала. Как вы знаете, выход восьмерки и десятки был буквально с разницей в несколько месяцев, там месяц или два. Поэтому смысл восьмерку покупать тоже как такового не было. Уж лучше купить десятку, подождав буквально в это время. Как только я его распаковала и впервые увидела, я немножко разочаровалась, потому что он был гораздо меньше, чем мой плюс, к которому я уже привыкла. Я привыкла к большому экрану. Потом, когда я начала его рассматривать, конечно же, я увидела, что он отличается тем, что весь телефон является собой цельный дисплей. Здесь нет вот этих вот панелек верхних, нижних. Это просто сплошной экран. Также здесь нет кнопки. Он черный, либо этот цвет называется Space Gray. Он выглядит, в принципе, как черный. Он такой литой, глянцевый, выглядит довольно-таки стильно. И как раз-таки из-за этой тяжести, из-за его покрытия такого, как будто стеклянного, мне кажется, что очень вероятно, что его будет легко разбить и в случае, если, допустим, я его уроню. Но на этот случай я взяла страховку. У меня был и на прошлый телефон страховка, и это очень выгодно и реально выручает. Поэтому я всем советую, если вы собираетесь брать новый iPhone, также покупайте страховку. Лучше лишний раз перестраховаться, чтобы потом по бешеной цене не менять экран, ну, там, заднюю панель, неважно. Так в Apple Store все бесплатно сделают. 10-й iPhone был на 64 гигабайта и на 256. Конечно же, я взяла максимум, так как я умудрялась забить и 128 гигабайт на своем старом iPhone. Мне кажется, сколько бы ни было памяти на телефоне, мне будет недостаточно, поэтому я всегда беру максимум. Тем более, если там видео какие-то снимать, конечно же, нужно брать побольше. Так как я модель, блогер, для меня в первую очередь важна камера, поэтому каждый год, в принципе, я жду выхода нового айфона, потому что каждый раз они совершенствуют свою камеру, и, в принципе, меня это интересует больше всего. Ну, конечно же, приятно держать новую вещь в руках, просто такой апгрейд. Какие же новые функции появились в iPhone 10? Здесь появился Face ID. Это такая штука, если вы помните, раньше телефон можно было разблокировать с помощью отпечатка пальца, то сейчас iPhone научился сканировать лицо, запоминать его, и потом, когда вы его подносите, он разблокируется, он сканирует ваше лицо, которое он уже запомнил до этого, и разблокирует телефон. Конечно же, немножко непривычно, что в этом айфоне нет кнопки, но к этому быстро привыкаешь, просто нужно дотрагиваться до экрана, свайпить пальцем от нижней полосочки кверху, и, в принципе, все достаточно легко. Буквально, мне кажется, за час пользования телефоном вы к всему привыкнете. Давайте тут же протестируем камеру. Как я говорила, то, что является для меня самым основным, конечно же, снимки получаются очень крутыми, классными, яркими, видно каждую деталь. Давайте же посмотрим, какие фотографии выходят. Обычные фотографии и селфи в портретной съемке. Это, кстати, новая функция этого айфона, потому что в прошлом айфоне можно было сделать фотографии в режиме портрета, когда задний фон размытый, но нельзя было сделать это с помощью фронтальной камеры, то есть селфи в режиме портрета нельзя было сделать. Также только в этом айфоне появилась такая функция, как анимоджи, то есть вы можете отправить голосовое сообщение с помощью вот таких анимоджи, то есть вы выбираете тут различные мордочки разных животных. Я никогда не была любительницей каких-то таких детских штук, то есть я была довольно-таки равнодушна, но не знаю, почему меня это позабавило. Также этот iPhone можно заряжать с помощью беспроводной зарядки, но она в комплекте не идет, ее нужно покупать отдельно. Что было с ним? Это наушники, как обычно, зарядное устройство обычное и переходник. И, конечно же, главный вопрос, стоит ли покупать iPhone 10? Тут немножко неоднозначно, потому что у всех разные приоритеты, разные финансовые возможности. Но скажу так, для меня телефон является очень важной вещью, потому что здесь
здесь я пишу, я планирую, я редактирую. Как я вам говорила, для меня очень важна камера, я много фотографируюсь, много снимаю видео. Социальные сети являются моей работой, здесь у меня YouTube-приложение, здесь я читаю, здесь я учусь, здесь я отвечаю на имейлы, то есть вся моя деятельность, она в телефоне, поэтому, конечно же, мне нужно выбрать телефон, который был бы максимально качественным, который был бы инновационным, и, конечно же, компания Apple является лидером среди подобной техники, поэтому у меня не было никаких сомнений, тут для меня было все очевидно. Меня очень восхищает компания Apple, они создали продукт, которым хотят обладать от малого до старого, людей разных социальных прослоек, разного материального положения, он универсален просто для всех, он очень удобный. И, наверное, 90% американцев, которых я встречала, они пользуются только айфонами. И среди всех моих друзей и знакомых только айфоны. Я больше удивляюсь, когда у кого-то какой-то другой телефон, то есть настолько мне уже это привычно. И даже была такая комичная ситуация, когда я была на съемочной площадке, было большое количество людей, и мы почему-то начали тему с айфонами, я не помню, о чем мы говорили. И выяснилось, среди всех присутствующих только у одного человека был какой-то другой телефон. Также, когда, допустим, я где-то на работе, я могу там спросить, нужна тебе зарядка для айфона, либо где лежит твой айфон, даже не зная, какой у человека телефон. И так же само мне могут сказать, настолько люди уже привыкли, что у всех одни айфоны. Настолько это уже просто вошло в массы, как будто других телефонов просто не существует. Конечно же, я несколько раз слышала критику от людей в адрес компании Apple, но это, скажем, исключение из правила, то есть все-таки таких людей меньшинство. В любом случае, выбор нового смартфона — это дело индивидуальное, и вы должны руководствоваться тем, для чего он вам будет нужен, для каких функций, а потом принимать решение. И я, ребят, вам желаю только удачных и нужных покупок. Всем спасибо за просмотр этого видео, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока!